Мы продолжаем сегодня гулять по Абхазии. Надо сказать, что в Абхазии все в порядке с внутренним туризмом. Только не надо бросаться к первому попавшемуся туристическому столику, потому что буквально через 200 метров будет еще один такой же, а за ним еще один и еще, и еще, и так практически все основные улицы города. Потому что туризм – это одно из немногих занятий, которое кормит местных жителей. Хорошо кормит или плохо, судить не берусь. Слишком велика конкуренция. Около каждого столика будет стоять самодельный постер с красочными фотографиями и названиями туров. Вас будут звать, зазывать и заманивать всеми доступными, впрочем, весьма дружелюбными способами. Беглый осмотр нескольких точек привел меня к весьма правильному заключению, которое потом подтвердила наш экскурсовод. Программы не отличаются ни ценами, ни турами. Если и есть смысл думать, какое агентство выбирать, то только оглядываясь на сервис, отвечает она на мой вопрос. Вчера мы попали в небольшую аварию, и руководитель выплатил компенсации всем пострадавшим. Он у нас больно совестливый и порядочный. Позвонить за полчаса перед экскурсией и напомнить о ней, или узнать, ничего ли у вас не изменилось, при том, что вы ее уже оплатили и компания уже ничего не теряет, тоже в порядке вещей. На самом деле вопросы безопасности достаточно важны, там, где есть горные серпантины и ущелья. По этой причине я прохожу мимо длинной вереницы джипов с яркими кричащими объявлениями на стекле. Там перечислены те же туры, что и у туристических столиков, но есть еще и много горных маршрутов. Джипинг достаточно распространен здесь, потому что для поездки на альпийские луга в горы надо иметь что-то покруче маршрутки или туристического автобуса. Многочисленные горные речки иначе не форсировать. Около джипов стоят водители-гиды, они активно набирают себе группы на поездки. А меня покорила Лали. Она, как мне кажется, старейший представитель туристической отрасли в Гагре. Мы часто болтали перед посадкой в экскурсионный автобус или по дороге на море. Но она дружелюбна не только ко мне. Лали здоровается практически со всеми. «Лали, вы, наверное, знаете всех в городе?» Она смеется. «Мне стоило бы знать все правительство или всех министров, а я знаю всех водителей, и их отцов, и даже их детей. На самом деле мне пора уже на покой, я работаю 50 лет». Я решаю, что ослышалась. 50 лет работаете? Да, моя хорошая, уже так много. Надо уже и отдохнуть. А сколько же вам тогда, Лали? 74. Я не верю своим глазам. Модная, импозантно одетая, бодрая, с прокуренным скрипотцей голосом, но основательная и ответственная, она еще полна сил, веселья и интереса к жизни. Итак, какие маршруты, кроме альпийских гор, еще можно освоить в Гаграх? Безусловно, стоит начать со знакомства с самим городом. Возьмите экскурсию по ночному городу, прокатитесь до колоннад в его центре, где снимался знаменитый зимний вечер в Гаграх, и в конце экскурсии заберитесь на гору Мамдзышха, которая заботливо отгораживает Гагру от остального мира. Город с высоты 3000 метров выглядит невероятно красиво. Дальше уже можно кататься по окрестностям, покупать туры в Новый Афон или на водопады и озеро Рицу, съездить в Сухумли в Каманы и Лор, в село Лыхны или на форелевую ферму в Черниговке. На последней можно даже порыбачить. Для любителей экстрима есть рафтинг по горным рекам и спуск на дельтаплане с гор, конечно, с инструктором. Если же интересно прикоснуться к новейшей истории, то можно посетить дачу Сталина или Горбачева. Сегодня мы с вами снова прогуляемся по Новому Афону, но теперь по его мирской части. Совсем рядом с храмом Симона Канонита расположился прекрасный водопад, образованный плотиной, построенный в 1850 году на реке Пцирха. Камни плотины уже сильно повреждены, но туристы искушают судьбу прогулками по водоразделу. К счастью, сам водопад не так высок. Вода в самой плотине изумрудная, как, впрочем, и везде здесь, в Абхазии, что в море, что в горных озерах, изумительный и непривычный для глаз цвет. Вокруг плотины и водопада есть огороженная царская дорога. Невероятное сочетание старины, потертой и побитой временем, и новых, стремительно создающихся рядом современных зданий,
создает неповторимый колорит. Это стелы, обозначающие начало прогулочного маршрута, хотя весь он проходит через одну из центральных улиц Нового Афона. В честь прибытия царя местные жители высадили вдоль этой дороги кипарисы и назвали эту дорогу Царской. Цари – личности незаурядные, поэтому надо обязательно отметить, что они тут были. Мы вон присутствие и менее значимых людей досками и барельефами по сию пору отмечаем, так что тут, как говорится, сам Бог велел. Вокруг плотины и водопада много мелких водопадиков струятся прямо по отвесным скалам. Обилие горных рек, питаемых ледниками, делает эти потоки неиссякаемыми. Обязательно загляните в небольшой отгороженный угол по левую руку от водопада. Экскурсовод вас туда не проведет, да и за торговыми рядами его совсем не видно. А посмотреть там есть что. Многочисленные малые скульптурные формы стихийных творцов порадуют глаз неожиданными сюжетами. С камнем все понятно, его в Абхазии только ленивый под ногами не найдет. А вот такой кусочек древесины для креатива – это надо постараться раздобыть. Парочка интересных скульптур на тренировку креативного мышления есть и в городском парке. Парк этот создавался еще трудами подвижников Новоафонского монастыря. Внутри парка много красивых беседок, островков и даже уютная гостиница, в которой когда-то останавливался Антон Павлович Чехов. Несколько живых уголков, лебяжьи домики и совершенно ручные птицы только усиливают необычный тропический колорит местности. Мускусные утки степенно и спокойно вышагивают по тропинкам, а лебеди отдыхают на берегу, все время прихорашиваясь и поправляя свои роскошные перья.